Знаете, что это такое? Это приставки Nexon. Знаете, сколько их у меня? 4 штучки. И откуда взялась эта тема вообще? Это украинский производитель Nexon. И вот комментарий, Nexon, когда ты сделаешь Nexon. И этих комментариев у меня за определенный период набралась целая гора. И я решил все-таки, что эти приставки нужно купить и сделать обзор. В общем-то, вот эти вот приставки Nexon и вообще сама идеология Nexon, которую я уже, честно говоря, изучил, что это за приставки, что они себя представляют, для чего они и какие возможности они дают. А, кстати, там есть один очень классный момент. И все это на канале Технозон. Поехали. Слушайте, но в общем-то, оказалось, что производитель и вообще продаются они свободно в городе Днепр. От Запорожья это 70 километров. Я живу в Запорожье, я проехал эти 70 километров гуляючи и приобрел их. 4 разных приставочки, убираем из пакетиков, само собой. Казалось бы, 4 разных, но я хотел делать 4 разных обзора, но будем делать один обзор, потому что концептуально приставки одинаковые, только отличаются по характеристикам, а в принципе делают одно и то же. Слушайте, вообще для начала подпишитесь, нажмите колокольчик. Во-вторых, все ссылки на вот этот вот Nexon, кстати, кто знает, как правильно говорить, Nexon или Nexon, напишите в комментах. И еще ссылки на Nexon и на то, что мы сегодня будем обозревать именно из концепции самого Nexon, лежит тоже в описании под видео, вот именно сами ссылочки. Теперь вот чек, Мисто Днепро, я их купил, товарный чек, пожалуйста. Да, вот он. Чек у меня есть. Это чтобы не говорили, засланные казачки. У нас есть 4 приставки, да. 4 приставки. Первое, что мне бросается в глаза, это наличие сервисов. Да, там YouTube, стандартный стриминг. Здесь есть Kyivstar TV, Свит TV, Megogo и Nexon. Я первый раз слышал про сервис Nexon, который здесь представлен на задней панели. Сейчас я включу еще одну камеру, для того, чтобы мы с вами видели это все более близко. Смотрите, вот у нас сзади представлен сервис Nexon, о нем поговорим немножечко позже. Но что меня заинтересовало при беглом осмотре самой коробки, еще когда я покупал? Во-первых, первое это сертификаты. Вы видите вот эту надпись? Это украинские сертификаты, то есть товар сертифицирован Украиной. Это первое, на что я обратил внимание. Есть здесь адрес именно производства, мы сейчас тоже будем разбираться. Здесь у нас Wi-Fi 5 ГГц, Ethernet 100 мегабит, и это у нас какая моделька? Это у нас Nexon X3 2х16. Также у нас есть вот такой вот Nexon X7 4х64. Все, в принципе, то же самое, те же самые сертификаты есть. Есть Nexon, я брал вот еще один Nexon X9, это самый мощный из этой серии. И Nexon X8, тоже 4х64. Для меня было интересно. И вот, знаете что? Мы сейчас перейдем на сайт, и я вам покажу, что же конкретно меня заинтересовало, когда я начал изучать, и мы будем уже в процессе с вами производить с ними определенные манипуляции. Идем на сайт производителя. И первое, что я подверг сомнению, это украинское производство. Потому что все мы знаем, как обычно, там какой-то производитель купил какую-то шляпу в Китае, привез, перелепил наклейки. Заходим, собственное производство, приставки Nexon, ООО Nexon Украина, тут очень много разных описаний, и опускаемся. Ребята, у них сборочная линия. Прикиньте. У них сборочная линия, и когда я это увидел, я, честно говоря, немножечко прифигел, скажем так, конечно, был удивлен, потому что вот это вот, знаете, что это делают? Это пластины охлаждения. Здесь они их собирают. Да, вот они, пластины охлаждения. Да, я допускаю, что они завозят какие-то комплектующие и производят там, грубо говоря, сборки, прошивают. Но это производство.
Это производство. Хорошо. Официальная гарантия производителя не менее 12 месяцев. Возможность вернуть или обменять товар в течение 14 дней. Ну нифига себе. То есть я по сути имею товар, который я купил, и могу его вернуть по закону о защите прав потребителей. Я с китайскими приставками, например, так не могу. Теперь сертификаты. Благо они их разместили на сайте. Во-первых, у них есть свои собственные технические условия, свои собственные. То есть они получили ТУ на производство приставок. Секундочку, это говорит о том, что это действительно производство. Давайте дальше сертификаты посмотрим. Мне очень интересно. Теперь сертификаты соответствия. Это что у нас? Ага, есть у нас соответствует техническим условиям. Тут у нас еще какие-то сертификации. Декларация про відповідність. О том, что он отвечает требованиям технического регламента низковольтового электрического оборудования. Слушайте, ребята действительно очень круто поработали. Вы можете пойти в описании под видео и найти этот сайт и посмотреть и сертификаты, и все остальное. Слушайте, это действительно классно. А тут много у них, кстати, разных моментов. И то, чему они отвечают. Смотрите, скольки ДСТУ, державным, госстандартам и техническим условиям они отвечают. Хорошо, это есть. А слушайте, а что мы там нарисовали? Что у них там охлаждение классное. А давайте сейчас нафиг возьмем и разберем. Вот мне прям интересно. Давайте что-нибудь там X9 возьмем. Самая крутая, мне, кстати, стало интересно. Или, знаете, X9 как флагман. Наверное, мы чуть-чуть опустим нашу планочку, да? Сделаем, давайте, вот X7, потому что X8, X3, ой, X10, там, ой, не X9 мы пропустим. Как это открыть? Коробка, кстати, неплохая. О, а что это у нас? Онлайн-кинотеатр и телевидение. 10 тысяч фильмов и сериалов, 400 каналов, 5 устройств. И здесь есть еще подарочный код. Не буду его показывать, сам использую. На 1 месяц. Видели? Подарочный код здесь на 1 месяц. Да ладно, слушайте. И туда включены национальные онлайн-кинотеатры Мегого, Киевстар, Свит, ЮТВ. Короче, там, я не знаю, надо смотреть. Сейчас будем разбираться. Ух ты. Так, открываем саму приставку. Очень интересно. Очень интересно, скажу я вам. Приставочка. Смотрим. Пластик. Сзади у нас HDMI, LAN RJ45, оптический SPDIF, AV1, разъем питания. Здесь две USB-шечки. У нас разъем для microSD карт. Есть у нас тут охлаждение везде, диффузоры. Кстати, вот X7, это у нас тут получается память на коробке написано. Это 4х64. Они, кстати, существуют 2х16, 4х32. По идее, по описаниям, как я читал, здесь у нас Android 11, iMlogic S905W2 процессор. Ну, короче, давайте разбирать. 5 ГГц Wi-Fi есть. Посмотрим сейчас. Вообще на W2 процессоре есть поддержка кодека AV1. Давайте все срывать. Здесь пломба есть. Мы на гарантии. Пофигу нам на пломбы. Сейчас мы все посмотрим, что у нас тут есть. Она на защелках, ребят. Она на защелках. Один не докрутил винт. Очень интересно, что у нас тут. Так, смотрим. Плата. Пока что приятные впечатления от платы. Достаточно интересная плата. Сейчас выкрутим еще тут. Так, снимаем плату. Вуаля, да ладно, смотрите. Что они сделали? Хороший радиатор, большой по площади. Это больше, чем обычно ставят на китайские приставки. Есть у нас пластина через термопрокладку. Вот это самый правильный вариант охлаждения. Пластина через термопрокладку. Теперь, слушайте, у нас неплохие модули Wi-Fi. Надо дальше рассмотреть, чего есть. Потому что, по идее, должно быть... Я там читал, у них есть описание. Очень неплохой модуль Wi-Fi, кстати. Дальше
Сразу вижу, есть на HDMI диодная защита, то есть у нас HDMI защищен, не отваливается, нет отвала. Кстати, у них есть тут еще и фильтр для LAN-порта, то есть, в принципе, для убирания помех будет стабильное подключение на LAN. Слушайте, неплохая плата, неплохо все сделано. В принципе, будем посмотреть. Слушайте, ну, разобрали. Как я обещал, за охлаждение вообще твердая пятерка, за Wi-Fi модули. Сейчас будем смотреть, что они там заявляются. Это у нас был X7. Давайте посмотрим X3, что внутри. Так, это какой у нас? X8. Слушайте, они одинаковые. То есть то, что я говорил, концепция одна, то есть нет смысла их, они абсолютно одинаковые по виду, с теми же самыми Wi-Fi, то есть плата одинаковая. Разные, получается, у нас сами по себе процессоры, сама по себе сборка, ну не сборка, а сама по себе комплектация каждой из приставок. Слушайте, это у нас X9, такая мощнецкая коробка, то же самое, но давайте так, вот пульт, а ну, Лен, достань, здесь такие же пульты. Вот мы смотрим пульт в X9. Стандартный пульт, скажем так, а ну, смотрим. Это от какой приставки? Это от X8. Видите, здесь даже с голосовым поиском. Скорее всего, он Bluetooth. Сейчас посмотрим, если с голосовым поиском, здесь Bluetooth. Да, здесь есть у нас MAC адрес пульта, а здесь у нас инфракрасник простой. Есть вариант, что это на Android TV. Сейчас будем смотреть. Слушайте, все абсолютно одинаковые. Все абсолютно одинаковые, знаете, как по стандарту сделаны. Теперь блок питания. У нас блок питания 5 вольт 2 ампера. Слушайте, ну по виду неплох. Сейчас будем разбираться, что за блок. И самая младшая моделька у нас это X3. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. X3, вот она. Точно такая же. С точно таким же пультом, с точно таким же блоком питания. Абсолютно одинаковые приставки. Вот поэтому тут мы будем говорить только лишь об их каких-то разностях небольших. Теперь, смотрите, 10 преимуществ новой серии, 10 преимуществ новой серии приставок Nexon. Украинские с китайскими они сравнивают. Ну, интерфейс Leanback хочу посмотреть, честно говорю. Теперь система охлаждения. Мы уже удостоверились, хотя они здесь даже полностью ее не показывают. Она через термопрокладку на радиатор. У нас... А что это они показывают? А вот, Wi-Fi модули. Кстати, Wi-Fi модули. Смотрите. На приставках Nexon X1 и X3 установлен качественный двухдиапазонный Wi-Fi приемник SV6250P. Да, нормально, неплохой. И на X7 и X9 установлен двухдиапазонный Wi-Fi приемник премиум класса iTone AV3155. А вот они, кстати, отмечают наличие фильтра. Он сразу бросается в глаза. Защита HDMI есть, HDR10+ поддерживают. Ну и цена, гарантия и сервис. Да, гарантия и сервис — это хорошо, что есть у нас 12 месяцев гарантии и бесплатный сервис в течение 24 месяцев. То есть вы поняли, гарантия закончится, а бесплатно вам сервис еще будут давать, сколько получается? Еще 12 месяцев. Супер. Теперь посмотрим на цены. Выберем конкретно бренд Nexon. И теперь поехали. Смотрите, X3 у нас есть в вариантах. Это на Allwinner H313. На самом простом, я так понимаю, что это нам подходит для ютубчика, для какого-то стриминга незатейливого или IPTV, да, там OTT какой-то сервис. 990 гривен минимальная, 2 на 8 1190 и 2 на 16 1390 гривен. Слушайте, ну нормально. Дальше X7 1690, она у нас на Android 11 на S905W2, есть варианты 2 и 4 гигабайта, смотрите, 2 на 16 и 4 гигабайта оперативной памяти на 32 и на 64, можно, кстати, в кредит купить, но не знаю, кто приставки покупает в кредит, но это можно сделать. Nexon 7, так, Nexon 8 у нас, вот, пожалуйста, есть на Allwinner H618.
На секундочку. Интересно, как они сделали. Еще и самое интересное на Android 12, на Android TV 12. Прикол, слушайте. А как они это сделали? Вообще интересно. Посмотрим на интерфейсик. И Nexon X9. Тоже вот Nexon X9 уже на Logic S905 X4. Стоит он 2490 версия 4х32 за 2690 4х64. Они везде указывают вот этот вот подарок, подписка Nexon максимальный. А знаете, что это такое? Я вам сейчас покажу. Смотрите, предоплата Nexon максимальный. Здесь есть онлайн-кинотеатр Nexon. Вот что это такое? Мы, наверное, с вами сейчас... Вот он, онлайн-кинотеатр и телевидение Nexon на 400 плюс телеканалов и 18 тысяч фильмов. Слушайте, а давайте мы сейчас перейдем в мою хромостудию, подключим приставочки, посмотрим, что это за онлайн-кинотеатр, и уже там будем обсуждать. Но вообще смотрите, что, как они заявляются. Онлайн-кинотеатр и телевидение Nexon. Тариф максимальный у нас есть. Первый на 400 каналов, 10 тысяч плюс фильмов, 5 устройств на 69 гривен в месяц. Да ладно, слушайте, 400 каналов на 69 гривен в месяц. Я за Мегого плачу 300, почти 400 гривен. А они здесь еще предлагают онлайн-кинотеатры партнеров. Мегого. С Лигой Чемпионов, матчи Лиги Чемпионов на 5 устройств, 20 тысяч на 400 каналов, 300 гривен. А как вообще? Слушайте, ну круть. Вы можете здесь купить еще подписки на другие сервисы и посмотрите на цены. Кто сколько платит, напишите, пожалуйста, в комментах, кто сколько платит, например, за Свит, за тариф L, за премиум HD на Киевстаре, за ЮТВ на 400 телеканалов, на 10 тысяч плюс фильмов. Я плачу за Мегого больше. Я здесь буду покупать. Я здесь буду покупать однозначно. Мне интересно, что это за Nexon. В общем-то, слушайте. Ну, ссылки на приставки в описании под видео, как я уже говорил. Ссылки на вот это вот онлайн телевидение тоже в описании под видео. А давайте мы с вами пойдем, наверное, и подключим. И уже там посмотрим, что за приставочки более детально и что за онлайн кинотеатр. Сижу, размахиваю пультом, потому что, знаете что? Потому что это Bluetooth пульт, я подключил X8 версию из-за Android TV интерфейса. Он мне нравится. Ну, кстати, во всех приставках Android TV подобный интерфейс, только в X3, X7 и X9 он сделан на основе технологии Leanback, на которой была построена еще Android TV 6. Это, в принципе, много чего построено на Android Leanback интерфейсе, но это все не столь суть важно. Там, кстати, тоже очень классный интерфейс. Вы сейчас перед собой видите все три приставки с их интерфейсом. Все отлично. Дальше. У нас есть вот этот вот пульт голосовой. Все остальные пульты у нас обыкновенные для других приставок. Давайте, если уж голос, то сразу проверим. Например, а знаете, как работает Google Ассистент? Вы не знали? Нет? Смотрите. Погода на завтра в Днепре. Угу. Па-бам. Или, знаете что? Фильм Черкассы. Мы видим с вами результат голосового поиска, но, к сожалению, сейчас вот так вот работает YouTube голосовой поиск после последнего обновления. Тут не к Nexon вопросы, тут вопрос к самому Google. Google вообще что-то испортился в последнее время в этом плане. Традиционный Android TV интерфейс. И что мы сделали? Для того, чтобы не делать 4 обзора приставки, в принципе-то их и не надо, потому что это такие братья себе близнецы, мы сделали базовые тесты всех приставок, а возможности у них примерно у всех одинаковые. Но к тестам мы вернемся потом, потому что мне интересна сама концепция Nexon. Это значит, знаете, как называется? Это для тех людей, кто устал искать какие-то нелицензионные формы просмотра контента. Тех, кто устал от этой всей фигни, готовы купить очень дешево подписку и смотреть все, что им заблагорассудится. Ну смотрите, что мы имеем предустановлено? Мы имеем ютубчик, мы имеем Мегого, Киевстар ТБ, Свит ТВ, Nexon. Ну, Netflix здесь черный, это не сертификат. Остальное я все доставил сам, и браузер Hia есть. То есть браузер Hia, это нормальный, кстати, браузер, очень классный. Меня интересует в первую очередь, ну здесь вот Мегого есть. Я, например, пользователь Мегого. Он работает на этой приставке, отлично. И те же самые телеканалы, согласно моей подписке, которая у меня есть, вот, пожалуйста, работает. Все включилось. Я могу любой там включить канал. Вот у нас тут есть. Можем попереключать. Вот, переключаем канальчики. Все отлично. Все супер.
Так же, как и какие-то фильмы, да, мы включаем, они тоже будут проигрываться. И тут же, видите, концепция в чем? На самом сайте Nexon продаются подписки, при этом продаются очень дешево, что позволяет нам действительно сэкономить и смотреть все фильмы. Вот я сейчас включил новиночку какую-то, ну не новинку, я сейчас включил фильм какой-то и, пожалуйста, его могу смотреть. Тоже. И мне не надо искать никакие сайты. При том, что вот этот вот Nexon X8 я выбрал не случайно. Потому что, ну да, понятное дело, что Nexon X7 там AMLogic, Nexon X9 тоже AMLogic процессор. Они в плане более привычны для всех. От Allwinner немного шарахаются даже благодаря мне, потому что в свое время те, кто не умел работать с охлаждением Allwinner и не делал свои прошивки, конечно же, они не имели возможности испытывать нормально эти процессоры. Здесь у нас процессор Allwinner. Ну да ладно, слушайте, давайте само по себе телевидение Nexon. У меня есть на месяц код, я хочу потестировать. Давайте, я новый пользователь. Здесь, кстати, видите, 400 плюс телеканалов. Full HD качество, Fox, Discovery, Science, Setanta, Евроспорт, National Geographic, SignHit. Подождите, далее. Далее 5 устройств, 14 дней за 1 гривну. У меня есть еще вот такой, ну давайте, 7 дней бесплатно. Так, просят меня смс на телефон. Так, я вошел. Интерфейсик такой симпатичный. Что-то мне напоминает. Хорошо, давайте мы пойдем в профиль. И хочу посмотреть. О, смотрите, что у нас есть. Давайте все пакеты посмотрим. У нас можно его даже использовать без какой-либо оплаты и спокойно смотреть 171 канал. Ой, 170 каналов, 170 плюс. Есть у нас основной. За 99 гривен в месяц это 300 плюс каналов и 150 HD каналов, плюс 5000 фильмов и мультфильмов. Теперь максимальный, который от 89 гривен в месяц, у нас 400 плюс. А в чем разница у нас тут? Максимальный. Вот видите, две подписки, которые нужны. Максимальный плюс. Максимальный 89 гривен в месяц за 10 тысяч плюс фильмов. А максимальный плюс у нас 18 плюс тысяч фильмов плюс, 400 плюс каналов, 210 плюс каналов HD. Еще и есть фильмы Мегого. А ну давайте зайдем. Чего тут у нас? Нормально. Здесь все видите. Здесь сразу все есть. Каналы, описание и все остальное. Слушайте, до 5 устройств. Вы же можете это установить не только на Nexon, но мы сейчас рассматриваем конкретно Nexon. И теперь я введу сюда просто-напросто промокод. А ну давайте, что там у меня? Так, активируем мой промокод. Есть? Есть у меня пакет максимальный на 30 дней. У нас все куплено. И чем интересен сервис? Давайте посмотрим. Мои устройства. Родительский контроль есть. Хорошая тема. Теперь в настроечках у нас можно включить тот канал, ну, при включении приложения, тот канал, который запускали. Темы различные можно поставить. Разные языки, вплоть до английского. Можно включить воспроизведение на фоне. Техническая поддержка. Ну, норм. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Телевидение онлайн. Это я вам напомню, что вот это вот пакет, конкретно вот этот вот максимальный, это за 89 гривен в месяц. Слушайте, вообще прикол. Вот, идет. Так отлично идет. Смотрите. Давайте другой канал. ICTV HD. Слушайте. Нафига я плачу такие огромные деньги? Да ладно. А ну-ка, фильмотеку сейчас посмотрим. Сериалы есть. А ну тихо, сериалы. Да ладно. Подожди, снимаю. Смотрите, на украинском языке сериалы. Заходим, смотрим. Вы просто можете зайти сами и посмотреть, что есть в этом приложении Nexon. Nexon TV. Это сериалы, оно из фильмов. Тут даже детский раздел есть. Сейчас посмотрим из фильмов. Да ладно, это очень пристойный кинотеатр. Все в одном. Понимаете, для меня это все в одном. Я могу 5 устройств. Я могу купить маме, подключить себе, подключить в спальне, подключить на работе. А нам нужен Nexon, да? То включай телек, мы туда заведем.
заводи. У нас есть. Я тебе зайду сейчас. Короче, смс-ка придет. Есть шоу, блогеры. Есть у нас, стандартная эта штука с обучением. Ребят, я вообще просто-напросто доволен. Я доволен. То есть мы имеем приставки, серию приставок X. Чтобы вы понимали, данные приставки, вот все, они подходят под эти стриминговые сервисы, которые здесь стоят. Здесь будут работать и Свит, и Kyivstar, и Megogo, тут, который здесь предустановлен. Официальные сервисы, попрошу заметить, и Nexon, в том числе Nexon. Но у нас получается Nexon, это более универсальный сервис, который объединяет в себе практически возможности всех этих онлайн-кинотеатров. Вот как-то так получается. То есть мы имеем Nexon с 400 плюс каналов, 170 бесплатно, можно смотреть без подписки. Еще и коллекция фильмов из Megogo, своя коллекция фильмов. Да ладно, слушайте, вообще топчик. Давайте, знаете, что я хочу попробовать? Вот если мультимедийку проверять, они все эти ТВ-боксы одинаковые. И да, у нас получается 2 приставки идет на AMLogic процессоре, 2 на Allwinner. Про 313 ты сказал. Что здесь за процессор? Давайте посмотрим, очень интересно. Почему? Потому что, верните меня, Kaide 64, потому что тоже, если X4 процессор, вот допустим тот же самый Nexon, так, это X3, тот же самый, как они похожи, тот же самый процессор S905X4 от AMLogic, вот на Nexon X9. То есть, если мы посмотрим сейчас, вот здесь у нас Allwinner, да, там платформа Apollo 4х64, и у нас здесь процессор Cortex A53 по 1,5 ГГц, 4 ядра. Да, это уже 2К решение. То есть Allwinner, младший Allwinner это Full HD, более старший Allwinner это 2К решение в YouTube, 4К решение с внешних жестких дисков, чтобы вы понимали, это правда. Мы всегда говорим правду, чтобы вы понимали, это не реклама, это для того, чтобы вы видели, что это абсолютная правда. Но что мы на данной приставке имеем? Мы, например, имеем проигрывание всех сервисов в максимальном качестве. Мы имеем YouTube, допустим, Мы имеем YouTube, допустим, с вами 2К 60 FPS в HDR беспроблемно. Давайте выберем качество. Это один из тех роликов, которые мы снимали. Давайте 2К 60 FPS. Смотрим. Все, идеально. 4К 30 FPS здесь будет проигрывать. То есть фильмы 4К вы здесь смотреть можете вообще без вопросов. YouTube 4К 60, вот смотрите, я сейчас 4К включаю, и 4К будет работать. Но только это будет 30 FPS. Вот, пожалуйста, 4К 30 FPS без вопросов. Просто без вопросов, 0 дропов. Специально выбрал эту приставку. И если говорить, допустим, там в данной приставке о производительности для 4К с внешних каких-то устройств, то это тоже вообще без проблем. Смотрите, то есть мы берем AppDrawer, заходим в файл менеджер из того, что есть. Я могу вам подключить, я, наверное, сейчас так и сделаю. Сейчас эту приставку закончу и вам подключу, покажу, как проигрывают максимальные, допустим, AMLogic. Они играют абсолютно круто. Давайте вот там через TVD видео, а это у нас тестовый, скажем так, ролик на 70 гигов с HDR 60 FPS в 4К. Идеально идет. Идеально. Это в YouTube, там CX VP9 кодеком, он чуть-чуть теряется на 4К 60. А в таком варианте 4К 60 FPS вообще просто идеально. И спокойненько проигрывает. И здесь можно проиграть практически любой, допустим, высокобитрейтный фильм. Пожалуйста, вот вам LG New York, это очень высокобитрейтный ролик. При этом мы можем выбрать любой высокобитрейтный, допустим, какой-то ролик, Барселону давайте посмотрим. О чем говорить? Идеально работающий бокс в этом плане. А знаете, в чем фишка? Дело в том, что у этих боксов есть классная вещь, как охлаждение. И если уже говорить, там, допустим, про тротлинг-тест, вы знаете, какие температуры на этих ТВ-боксах? Вы сейчас охренеете. Я сейчас включаю тротлинг-тест. На текущий момент температура этого бокса
68, вот 63 градуса. Это Allwinner, ребята. Это один из самых горячих процессоров. Давайте стартуем и подождем. А вы сейчас видите уже результат тестов нашего iMlogic S905X4, который не грелся больше, чем там 65-68 градусов. iMlogic W2 вообще выше 60 не греется, 57 в среднем. То есть вы видите сейчас результаты тестов. Давайте вернемся сейчас к этому, и мы увидим результат. Даже H313 у нас не грелся, там выше каких-то там, совершенно там выше 65 градусов, по-моему. То есть я его когда тестировал, думаю, ну блин, ну дешевый ТВ-бокс. Ну да, такой процессор дешевый. Для стриминга пойдет более чем, для OTT, для стриминга пойдет более чем. Но и при этом он не греется. Ладно, ждем конца этого теста. Ну что, увидели? Абсолютно классный график, 63 градуса. 63 градуса на Allwinner. Извините меня, у всех приставок, у этой всей серии, отличный показатель именно температурный. О чем еще можно говорить? Здесь можно говорить лишь о том, что у нас есть еще, допустим, показатели сети, да, скорости сети. На данный момент у нас подключен LAN RJ45, 100 мегабит. И они у всех будут 100 мегабит показывать. Вот я сейчас запущу тест. Смотрите, я еще здесь даже его не делал. Я просто его стартую на LAN RJ45, это будет чистый гигабит, 92-93 мегабита на загрузку, и на выгрузку здесь даже 93, даже 94, это 94 плюс служебный трафик, чистые 100. Идеально. Идеально, сейчас мы посмотрим 5 ГГц. Но вы видите, вот вам, пожалуйста, который X9, его тесты скорости, 5 ГГц и 2.4. Кстати, на W2 процессоре, это который X7, там еще лучше показатели, слушайте. И даже от Allwinner на T313 у самой младшей модели, я вам скажу, такие среднячковые показатели Full HD, для Full HD будут просто-напросто отлично. И они будут тоже работать, тот же 100 мегабитный порт, тот же Wi-Fi, который не является там топовым. А вот, кстати, мне понравился в X7 больше всего, как работает Wi-Fi. Давайте отключим LAN RJ45 порт. Рассказывать вам про то, что здесь можно, я не буду. Вы все видели огромное количество всех моих обзоров. На серии X я вам могу и так сказать. Смотрите, X7, X9, это все до Full HD, ой, до 4К 60 FPS. На же неплатный контент, я скажу так, завуалированно, вы меня прекрасно поймете. Если говорить, вот здесь у нас 122 на 144, но здесь нужно учитывать, что у меня Wi-Fi 7 роутеров. Роутер, он будет работать в режиме обратной совместимости, но на W2 вообще там работает шикарно. И вот, пожалуйста, в 2.4 он работает отлично. Давайте я вам подключу Nexon X. Вот, X9. Вы поймете, о чем я говорю. То есть, само собой, чем выше цена у приставки, тем она лучше работает. Так, это мы закончили. Давайте я перекину на Nexon X9. Вот мы видим с вами интерфейс Nexon X9. Пожалуйста, смотрите. Я вам сейчас покажу другую фишку. Мы включаем тут дикую реку. 4К, 60 FPS. И вот, пожалуйста, мы имеем 4К, 60 FPS, ну это 2К, давайте сейчас включим 4К, без единого дропа. Включаем, смотрите. Оно уже переключилось на 4К. Оно задетектило, что у нас нормальный канал. 4К, 60 FPS. Пожалуйста, работает. Все работает. Точно так же, как и интерфейсик у него-то прикольный. Смотрите, какой интерфейс прикольный. Поэтому и тот же самый, там, допустим, спид-тест. Стартанули тест Wi-Fi и видим 91,5 на 78. Вы думаете, это 5 ГГц? Ничего подобного. Это 2,4. Это 2,4, я вам серьезно говорю. Смотрите, я вам сейчас покажу. Мы заходим в менюшку, видим, что это простой Asus у нас сетка. А нам нужен Asus 5G. Мы переключаемся на 5G. Давайте подсоединяемся. И опять стартуем наш тест. И видим абсолютно отличные результаты. Смотрите, сейчас будет больше 200. Вот больше 200 мегабит 100%. 230, 240, 200, давай 250 вытянешь, 240 мегабит. Для чего вам не хватит такого Wi-Fi? Ребят, в общем-то, давайте мы уже будем делать выводы. И я вам расскажу, что серия Nexon приставок, которые мы имеем, это приставки, которые я бы, допустим, как человек, который тестировал их миллион, наверное, я бы их позиционировал. Давайте я выключу запись экрана, для того, чтобы я мог отсоединить четвертую приставку. Я бы именно вот эту серию X
X3, X7, X9 и X8 я бы позиционировал как приставки все в одном. Вы купили, и для тех, кто именно уже устал от поиска, где чего смотреть, и кому нравится просто заплатить какую-то подписку, недорогую, что самое интересное, и смотреть все в одном, при этом в хорошем качестве. Вот эти вот приставки, это отличные приставки именно для этого. Я не говорю, что это мега топ приставки, которые придут на замену там приставкам по 200, по 100 долларов. Нет, я никогда этого не скажу. Но скажу, что за их цену и за их возможности, за онлайн-кинотеатр Nexon, за поддержку стриминговых сервисов наших украинских, я очень даже рекомендую. Ссылки в описании под видео. Серия заслуживает внимания. Нет нагрева, нормальные Wi-Fi модули, украинский производитель, гарантия, еще и сервис 24 месяца. Так что отличная штука. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.